Знаете ли вы, что есть растения, способные полностью преобразить энергетику вашего дома и привлечь богатство, здоровье и даже любовь? Это кажется чем-то волшебным, но это не так. На самом деле, это древняя практика, признанная в нескольких культурах, таких как фэн-шуй, буддизм и даже в популярных традициях. Возможно, вы никогда об этом не слышали, но поверьте мне, правильно расположенные растения могут создать настолько мощный поток энергии, что он начнет напрямую влиять на вашу жизнь. И лучший. Эти растения несложно найти и ухаживать за ними. Я говорю о 3 настоящих природных драгоценностях – локи бэмбу, ауркидс и алувера. Каждый из них несет уникальные и специфические свойства, которые помогут вам привлечь все, что вы пожелаете – финансовое благополучие, гармонию в отношениях, защиту от негативной энергии и многое другое. Но, возможно, вы думаете, это действительно работает? Как простые растения могут что-то изменить в моей жизни? На самом деле речь идет не только о растениях, но и об энергии, которую вы вкладываете в уход за ними, и о том, как они связаны с окружающей средой и вашими намерениями. В этом видео я покажу вам, как стратегически использовать эти 3 растения с практическими советами и учениями, которые уже изменили жизнь многих людей. И самое интересное – эффект практически мгновенный. С того момента, как вы разместите одно из этих растений в нужном месте, вы начнете замечать разницу. Энергия вокруг вас как будто меняется, принося больше легкости, ясности и возможностей. Так что, если вы устали от застоя или хотите привлечь новые возможности, оставайтесь со мной до конца этого видео. Давайте вместе узнаем, как эти 3 растения могут стать вашими союзниками на пути к более благополучной и гармоничной жизни. И в ходе этого процесса вы также научитесь общаться с природой совершенно по-новому, рассматривая каждое растение как отражение того, что вы хотите проявить в своей жизни. Готовы начать эту трансформацию? Итак, будьте готовы, потому что то, чем я собираюсь здесь поделиться, может быть именно тем, что вам нужно, чтобы сделать следующий шаг к процветанию и равновесию, к которым вы стремитесь. Природа хранит тайны, которые часто остаются незамеченными. Одним из таких секретов является преобразующая сила растений, которые могут не только украсить окружающую среду, но и привлечь в вашу жизнь процветание, гармонию и радость. Идея использования растений для усиления положительной энергии широко признана во многих культурах и духовных традициях, включая буддизм и русскую культуру. Как будто каждый лист и каждый цветок играют уникальную роль в связи между физическим и духовным мирами. Эта концепция не просто декоративна, это предполагает понимание энергии растений и того, как они взаимодействуют с окружающей средой. В этом контексте особенно выделяются 3 растения – локи бэмбу, ауркид и алувера. Каждый из них несет в себе определенные свойства, способные напрямую влиять на вашу личную энергетику и вибрацию пространства, в котором вы живете. Внося их в свой дом, вы начинаете строить фундамент для привлечения финансового изобилия, здоровья и гармонии во всех аспектах жизни. Локи бэмбу – популярный и значимый выбор. В фэн-шуй он символизирует рост и устойчивость, 2 важнейших качества для каждого, кто хочет добиться успеха. Особенно важно количество стеблей. 3 символизируют счастье, 5 символизирует здоровье, а 8 связаны с процветанием. Представьте себе, что эти стержни расположены в удобном месте вашего дома, постоянно излучая хорошую атмосферу. Это все равно, что посеять намерение роста и изобилия в сердце вашего дома. С другой стороны, орхидеи приносят более нежную и утонченную энергию. Они не только наполняют окружающую среду красотой, но и способствуют равновесию и гармонии. Кроме того, они известны тем, что привлекают энергии любви и успеха. Во многих традициях они символизируют поиск совершенства, что-то, что вдохновляет тех, кто их культивирует, поддерживать позитивную и сбалансированную среду. Размещение орхидеи в гостиной может стать простым шагом, который принесет больше спокойствия и умиротворения в вашу рутину.
А кто не знает знаменитого бабасу? Это растение является не только символом физического исцеления, но и энергетической защиты. Это как естественный щит от негативных энергий, очищающий как окружающую среду, так и воздух вокруг себя. Наличие алоэ вера на кухне или возле входа в дом – это практичный способ поддерживать поток положительной энергии. Более того, уход за ним почти терапевтичен, его толстые, стойкие листья словно напоминают, что, даже столкнувшись с трудностями, всегда можно стать сильнее. Но как эти растения действуют в повседневной жизни? Все просто. Они напрямую взаимодействуют с окружающей средой, помогая сбалансировать энергии. Фэн-шуй учит, что то, где мы разместим растения, имеет решающее значение. Например, локи бэмбу идеально подходит для юго-восточного угла дома, известного как угол богатства. Орхидеи могут занимать видное место в общественных местах, а алоэ вера прекрасно сочетается с кухней, пространством для творчества и обновления. Сила растений выходит за рамки видимого. Забота о них – это акт намерения и связи. В буддизме сознательная забота о любом живом существе является формой медитации. Когда вы поливаете орхидею или очищаете листья алоэ вера, вы на самом деле культивируете мир и благодарность. Эти маленькие жесты, сделанные с любовью, создают более гармоничную окружающую среду и, следовательно, больше процветания в вашей жизни. Простой пример. Представьте, что вы просыпаетесь каждое утро и посвящаете 5 минут наблюдению за этими растениями и уходу за ними. Эта практика, помимо того, что приносит радость, помогает вам начать день с настроем на изобилие и позитив. Как будто каждая капля воды, которую вы им предлагаете, является символом энергии, которую вы вкладываете в себя и свое будущее. Кроме того, интересно заметить, как каждое растение отражает наше внутреннее состояние. Здоровая алоэ вера указывает на баланс и жизненную силу, а не цветущая орхидея может быть признаком того, что что-то нужно скорректировать в окружающей среде или в наших собственных эмоциях. Эти симбиотические отношения являются одной из причин, по которой растения на протяжении веков использовались в духовных практиках и практиках ухода за собой. Уход за этими растениями – это в то же время забота о себе. Процесс полива, обрезки и наблюдения за каждым из них становится ритуалом соединения с природой и энергиями Вселенной. Это возможность замедлиться, поразмышлять и взрастить гармонию внутри себя. А эта гармония, в свою очередь, отражается на вашей жизни в целом, принося больше мира, здоровья и благополучия. Говоря о гармонии, знаете ли вы, что положение и намерения при уходе за этими растениями могут еще больше усилить их пользу? Простое размещение их в стратегически важных местах, например, возле окон или в определенных углах дома, может полностью изменить энергию окружающей среды. Это создает цикл положительной энергии, которая укрепляет не только дом, но и всех, кто в нем живет. Хотите отправную точку? Начните с чего-нибудь маленького, например, купите композицию локи бэмбу. Поместите его в особое место и наблюдайте, как он преображает комнату своим простым, но мощным внешним видом. Это знакомство с растениями может стать первым шагом на более глубоком пути к восприятию природной энергии и всего, что она может предложить. Растения всегда рассматривались как нечто большее, чем их физическая красота. В различных культурах и духовных традициях, таких как фэн-шуй и буддизм, они считаются инструментами для балансировки энергии и привлечения процветания, гармонии и здоровья. Удивительно, как что-то столь естественное может нести в себе такую глубокую символику и в то же время напрямую влиять на окружающую среду и людей вокруг нее. Эти практики учат нас тому, что все вокруг нас вибрирует и что, выравнивая эти вибрации, мы можем открыть постоянный поток положительной энергии. Например, в фэн-шуй растения рассматриваются как источники жизненной энергии, знаменитый ци. Они оживляют застойные пространства и помогают создать баланс между стихиями. Локи бэмбу с его вертикальными стеблями и яркими листьями является прекрасным примером того,
как растения могут символизировать рост и устойчивость. В буддизме растения играют медитативную роль. Забота о них с полным вниманием рассматривается как акт связи с настоящим, напоминание о том, что процветание начинается внутри нас. Но как эти свойства применяются в повседневной жизни? Думайте о растении как об усилителе намерений. Например, когда вы заботитесь об орхидее, вы не просто поливаете растение, это культивирование любви, баланса и гармонии. Его присутствие в комнате, особенно в общественных местах, таких как гостиная, поднимает энергию и приглашает людей к общению на более глубоком и мирном уровне. Неудивительно, что в нескольких культурах орхидея ассоциируется с любовью и успехом. Алоэ вера, с другой стороны, является настоящим примером силы и исцеления. Он не только очищает воздух, но и выступает энергетической защитой от негативных воздействий. В фэн-шуй его рекомендуют для творческих помещений, например, кухни, где его энергия обновления может дополнять окружающую среду. Кроме того, простой уход за ним, умеренный полив и солнечный свет напоминает, что даже самые мощные дела требуют внимания и преданности делу. Еще одним важным аспектом является то, как растения взаимодействуют с пространством, в котором они находятся. Согласно фэн-шуй, стратегическое расположение имеет важное значение для максимизации энергетической выгоды. Размещение счастливого бамбука в юго-восточном углу дома, в так называемом уголе богатства, может привлечь финансовое процветание. Размещение алоэ вера возле входа помогает фильтровать внешнюю энергию до того, как она попадет в окружающую среду. Это похоже на создание естественного барьера защиты и баланса. В буддизме существует глубокое представление о взаимосвязи между живыми существами. Каждое растение рассматривается как часть большего целого, что является напоминанием о том, что процветание исходит не только от отдельного человека, но и от коллектива. Уход за растением в этом смысле – это акт щедрости, возвращение части получаемой нами энергии природе. Вот почему такие практики, как намеренный полив растения или просто признание его присутствия, могут оказаться настолько преобразующими. Представьте себе, например, напряженный день, полный задач и забот. Вы приходите домой, смотрите на свою композицию ауркид или локи бэмбу, и на несколько мгновений вы чувствуете волну спокойствия. Это не волшебство, это энергия этих растений, которые действуют как якоря, притягивая вас обратно в настоящий момент. В этом красота энергетического баланса. Чтобы быть сильным, не обязательно быть сложным. Духовная связь с растениями выходит за рамки того, что могут видеть глаза. Каждый лист, каждая ветка несет в себе вибрацию, которую можно усилить, если она соответствует вашим намерениям. В фэн-шуй очень распространена идея исцеления пространства растениями. Орхидеи, например, используются для установления баланса между инь и ян, противоположными энергиями, которые должны находиться в гармонии для процветания. Размещение их в центральных частях дома похоже на установку катализатора положительной энергии. И мы не можем забывать о роли растений в очистке окружающей среды. Бабаса является прекрасным примером этого. Помимо своих лечебных свойств, он поглощает токсины и улучшает качество воздуха, создавая более здоровое и гостеприимное пространство. Наличие алоэ вера на кухне или в местах с интенсивным движением – это практичный способ сохранить энергию. Еще один интересный момент, как растения помогают визуализировать намерения. В буддизме существует практика медитации с элементами природы. Уход за растением с целью привлечения процветания – это способ подкрепить свои намерения и привести свою энергию в соответствие с тем, что вы хотите проявить. Представьте, например, что вы поливаете композицию локи бэмбу и визуализируете, как рост и процветание приходят в вашу жизнь. Это простое, но невероятно мощное упражнение. Для тех, кто ищет более сбалансированную среду, эффективной стратегией может стать объединение разных растений. Пространство с локи бэмбу, орхидеями и алоэ вера создает динамичный поток взаимодополняющих энергий.
Рост бамбука, гармония орхидей и защита алоэ вера создают прочную основу для привлечения изобилия и гармонии. И самое приятное – это доступная практика, которую можно адаптировать к любому дому. Духовные и энергетические свойства растений – это не просто абстрактные понятия. Они проявляются в простых повседневных жестах, таких как полив, обрезка или выбор правильного места для их размещения. Именно в этом уходе и заключается волшебство. Когда мы пользуемся этими практиками, мы создаем симбиотические отношения, в которых процветаем и растения, и мы. Теперь представьте себе эффект от сочетания этих практик с другими позитивными энергетическими практиками, такими как медитация или ежедневная благодарность. Уход за растениями – это не просто работа по дому, это акт намерения, ежедневное напоминание о том, что процветание начинается с маленьких действий. И наблюдая за ростом этих растений, вы увидите, что они напрямую отражают рост ваших намерений. Каждое растение имеет свою историю, энергию и предназначение, и, лучше понимая их характеристики, мы можем максимально использовать преимущества, которые они предлагают. Давайте теперь рассмотрим конкретные свойства Локи Бэмбу, Ауркидс и Алоэ Вера, подчеркнув, как каждый из них может изменить окружающую среду и энергию вокруг себя. Локи Бэмбу, или счастливый бамбук, растение, полное символизма, особенно в фэншуй. Он символизирует рост, устойчивость и адаптацию. Его прямые зеленые стебли подобны визуальному напоминанию о том, что процветание и радость приходят, когда вы гармонируете с естественным потоком жизни. Особенно значимо количество стеблей. 3 приносят счастье, 5 символизирует здоровье, а 8 символизирует процветание. Размещение композиции из 8 стеблей в стратегически важном месте вашего дома, например, в гостиной или офисе, это мощный способ привлечь изобилие. Кроме того, Локи Бэмбу невероятно универсален. Его можно выращивать как в воде, так и на суше, он легко адаптируется к окружающей среде. Эта гибкость отражает его энергичное послание, процветание не является жестким, он подвижен, и мы можем формировать его в соответствии с нашими намерениями. Это растение идеально подходит для тех, кто стремится к росту в любом аспекте жизни, будь то финансовое, личное или духовное. Орхидеи сами по себе являются зрелищем. Их элегантные и симметричные цветы несут уникальную энергию, связанную с любовью, гармонией и успехом. В фэншуй орхидеи считаются символами совершенства и баланса. Также известно, что они привлекают энергию любви и эмоциональной связи, что делает их идеальными для спален или общественных помещений, таких как гостиная. Помимо своей эстетической красоты, орхидеи учат нас ценить терпение и заботу, поскольку их цветы цветут циклично, напоминая нам, что успех приходит со временем и преданностью делу. В русской культуре и буддизме орхидеи также имеют особое значение. Их считают растениями, внушающими созерцание и спокойствие. Размещение орхидеи в месте для медитации или чтения может помочь создать более спокойную обстановку, способствующую размышлениям. Более того, их присутствие дома является признаком изысканности и заботы, отражающим внутреннюю гармонию тех, кто их выращивает. Наконец, алоэ вера, или алоэ вера, многофункциональное растение, обладающее мощной защитной и целебной энергией. С древних времен он известен своими лечебными свойствами, однако его сила выходит за рамки физической. Алоэ вера символизирует сопротивление и восстановление, идеально подходит для очищения окружающей среды и защиты от негативных энергий. В фэншуй его часто рекомендуют для переходных мест, таких как подъезды или коридоры, поскольку его энергия действует как фильтр, гарантируя, что в дом попадут только положительные вибрации. Бабаса также является отличным выбором для тех, кто ищет простоту и практичность. Она не требует особого ухода, но многое предлагает взамен. Его толстые листья, наполненные очищающим гелем, словно несут в себе сущность обновления. Например, наличие алоэ вера на кухне может обогатить среду,
в которой проявляются творчество и энергия существования. Каждое из этих растений приносит уникальную пользу, но у них всех есть что-то общее. Они служат якорями положительной энергии. Локи бэмбу укрепляет вашу связь с ростом и изобилием, орхидеи повышают эмоциональную и духовную энергию, алоэ вера защищает и очищает. Вместе они образуют мощное трио для тех, кто хочет преобразовать энергию дома или на работе. Более того, эти растения не просто декоративные объекты, они создают отношения обмена с теми, кто о них заботится. Заботясь о локи бэмбу, вы способствуете его росту. Когда вы поливаете орхидею, вы воспитываете гармонию. Наблюдая за жизненной силой алоэ вера, вы укрепляете свои силы. Именно этот обмен делает эти растения такими особенными и незаменимыми для тех, кто ищет баланса и процветания. Представьте себе, что вы входите в пространство, где локи бэмбу излучает атмосферу успеха, орхидеи способствуют спокойствию, а алоэ вера защищает от любого негатива. Эта среда становится больше, чем просто физическим местом, он превращается в энергетическое убежище, готовое поддержать все ваши намерения и цели. Поэтому выбор этих растений – это не просто эстетическое решение, а осознанный выбор для привлечения хорошей энергии в вашу жизнь. Они являются живым напоминанием о том, что забота о том, что нас окружает, напрямую влияет на наше благополучие и нашу способность процветать. Не имеет значения, начинаете ли вы с небольшой аранжировки локи бэмбу или с одного алоэ вера, важно сделать первый шаг и наблюдать, как они преобразят ваше пространство и вашу жизнь. Уход за растениями – это акт связи и намерения. Когда вы уделяете время уходу за локи бэмбу, ауркидс или алоэ вера, вы не только гарантируете их выживание, но и культивируете положительную энергию, которая отражается на вашей жизни. У каждого растения есть особые потребности, и понимание их важно для того, чтобы оно процветало и выполняло свою энергетическую роль в окружающей среде. Локи бэмбу – невероятно жизнестойкое растение, но это не значит, что у него нет своих предпочтений. Он хорошо себя чувствует при непрямом освещении, вдали от прямых солнечных лучей, которые могут обжечь его листья. При выращивании в воде важно всегда содержать ее в чистоте и менять ее еженедельно. Важная деталь – используйте фильтрованную или дистиллированную воду, так как хлор, присутствующий в водопроводной воде, может быть вредным. Если его посадили в почву, почва должна быть хорошо дренирована, а полив должен быть умеренным, достаточным, чтобы она оставалась влажной, но ни в коем случае не мокрой. Кроме того, локи бэмбу любит спокойную обстановку. Размещение его в тихом уголке, например, на юго-востоке вашего дома, поможет вам высвободить вибрации изобилия и процветания. Если вы заметили, что листья желтеют, это может быть признаком слишком яркого света или хлорированной воды. Скорректируйте эти факторы и посмотрите, как быстро он восстановится, символизируя вашу собственную устойчивость. Орхидеи, в свою очередь, требуют немного большего внимания, но вознаграждают вас своей несравненной красотой. Они предпочитают непрямой и рассеянный свет, что делает их идеальными для помещений рядом с окнами с легкими шторами. Не подвергайте их воздействию прямых солнечных лучей, это может привести к ожогам листьев. Полив – еще один ключевой момент, они любят воду, но не переувлажнение. Хороший совет – поливать один раз в неделю, давая субстрату слегка подсохнуть между поливами. Еще один важный уход за орхидеями – влажность. Они хорошо себя чувствуют в слегка влажной среде, поэтому, если вы живете в сухом месте, попробуйте слегка увлажнить листья из пульверизатора. Ежемесячное удобрение орхидей специальным удобрением также поможет сохранить цветы яркими и здоровыми. И не волнуйтесь, если через некоторое время цветы опадут, они вступают в период покоя и при правильном уходе могут снова зацвести. Алоэ вера, известная своей простотой и стойкостью, является одним из самых простых в уходе растений. Он предпочитает мягкий непрямой или прямой солнечный свет, что делает его идеальным для таких мест, как кухня или возле окна.
Почва должна быть хорошо дренированной, а полив умеренным. Практический совет: перед поливом прикоснитесь к почве. Если сухо, пора поливать. Если нет, подождите еще несколько дней. Алоэ вера – растение, которое запасает воду в своих листьях, поэтому не нуждается в частом поливе. Однако не допускайте скопления воды под горшком, так как это может привести к загниванию корней. Кроме того, регулярное протирание его листьев влажной тканью поможет сохранить его яркий и здоровый внешний вид, а также улучшит его способность очищать воздух.